Всем привет! Я рада, что вы зашли на мой канал. И сегодня я хочу поделиться тем, чем я занималась последнюю неделю. Это занятие меня захватило не на шутку, как вы уже заметили. Сейчас я увлеклась вязанием детских носочков из остатков пряжи. У меня накопилось много остатков пряжи от носков, и я решила сейчас всю ее извязать. Но не всю, а сколько получится, насколько хватит моего терпения. Ну и как я смогу скомпоновать пряжу. Какую-то извяжу, какая-то останется до следующих проектов. Ну давайте покажу поближе носочки. Вот, например, связала вот такие прелестные носки. Это размер 20-21 примерно на годик. Длина по стопе у меня получилась 13 сантиметров. 12,5, 13. Очень мягкие пушистые носочки. Здесь я использовала 3 вида пряжи. Резинка и мысочек — это Alize Comfort Socks. Это у меня итальянский сток. И вот это тоже Alize Artisan, по-моему. Или тоже Comfort Socks серенькая, но это уже другая расцветка. Вот 3 вида. И видите, как хорошо все подобрала. Интересные, симпатичные носочки получились. И пряжа вся ушла в дело. Хорошо, что носочная классическая пряжа примерно вся одной толщины, 420 метров на 100 грамм. И состав носочный также одинаковый. 75% шерсти и 25% полиамида или неона, смотря какой производитель какую дополнительную нить добавляет в пряжу. Ну, носочки теплые, шерстяные, 75% шерсти — это все-таки, я считаю, теплые носочки. Так, ну давайте сразу расскажу попетельно, как я их вязала. Может быть, кому-то это пригодится. Вяжу эти носочки на спицах 2,25 миллиметра. Так, это размер 20-21. Про следующий потом скажу. Так, набираю 48 петель. Вяжу на чулочных спицах, на 5 спицах носки. Провязываю 20 рядов резиночку. Далее до пятки 18 рядов лицевой гладью. Как переходить с одной нити на другую, я уже показывала в своем предыдущем видео, как я меняю вот нить. Нет никаких узелков, просто переплетаю. Но это вы можете посмотреть в моем предыдущем видео. Так, далее укрепленная пяточка на 24 петлях на половине петель. Провязываю 14 рядов. Здесь у меня такая решеточка. Чередую петли. Так, если интересно, в следующем видео покажу, как вязать такую пяточку. Дальше пяточка подкова 10, 4, 10. Делим петли. Как вязать такую пятку мы с вами разбирали в моем видео про носочки. Носки от А до Я. Далее провязываю ступню 32 ряда до убавочек, до мыска. Сколько тут сантиметров от пяточки до убавок получается? Ну вот 7,5 сантиметров. И перехожу к мыску. Мысок у меня ленточный. 4 раза убавляю через ряд, 4 раза в каждом ряду. Оставляю по 4 петли на каждой спице. И закрываю иголочкой, петля в петлю. Так, хвостик вот этот сейчас я отрежу, я его уже спрятала. Так, вот такие носочки получаются интересные. Следующая пара, это уже у меня размер 22-23. Также использовала нить от 3 мотков. Остаточки. Вот фиолетовая — это одна нить, резиночка, пяточка и мысок. Серединка — это другая мериносовая шерсть. И вот это у меня Аделия Рэйчел или Аделия Джейк. Вот, носочная пряжа вся. Посмотрите, как красиво получились носочки. Они подойдут и мальчикам, и девочкам. Здесь они отличаются не сильно от предыдущего размера. Просто немножечко провязала повыше паглинок. Уже не 18 рядов, а 20.
И пяточку вязала не 14 рядов, а 16. Да, и добор здесь я делала 7 петелек для клина подъема, а здесь добор сделала 8 петель. Так, и длина от пятки до убавок провязала так 38-40 рядов. На убавки также мысок закрывала 4 раза через ряд и 4 в каждом ряду. И закрывала также по 8 петель на каждой спице. Вот такие прелестные носочки получаются. Очень интересно. И нитки подбирать. Это прям целый какой-то процесс. Так, вот эти уже носочки побольше. И кажется, что это пряжа от одного мотка. Это у меня в основном здесь Нака Боха. Но я здесь добавляла и от другой пряжи. Вот на мысочек у меня ушел Alize Artisan, так как не хватило Нака Боха. Вот эта полосочка, это от другого цвета Нака Боха, хотя она сочетается вот с этой пряжей. Ну, подбирала, чтобы было все красиво, все смотрелось интересно. Очень интересные носочки у меня получились. Так, длина по стопе у меня вышла так 17 сантиметров. Это у меня носки размер. Так, сейчас свою шпаргалку подсмотрю. Наверное, 24-25. Так, давайте про них вкратце расскажу. Или давайте не буду рассказывать, а вы напишите в комментариях, интересно вам, чтобы я попетельно рассказывала, сколько набирала петель и сколько рядов провязывала для каждого размера. Я вяжу носочки сейчас каждого размера 20-21, дальше 22-23, 24-25, 26-27, 28-29. Хочу навязать детские носки каждого размера по 2-3 пары. Вот. Интересные, красивые носочки, также пушистенькие, тепленькие. Вот. Но это у меня только начало процесса. Просто делюсь, что у меня получается на промежуточном этапе. И вот такие носочки, я их еще не стирала. Вчера вечером их довязала. Посмотрите, как красиво, тоже интересно. Они подойдут как мальчикам, так и девочкам. Кому нравится вот в таком стиле одежда. Ну, прелестные носочки. И опять, какая-то пряжа. Как вы узнали, это Alize Comfort Socks. Вот эта пряжа. Темная, ничем не примечательная такая. Я уже из нее вязала вот взрослые носки. Также я их показывала в предыдущем видео. Добавляла 2 цвета дополнительных. И носки уже смотрятся нарядно и как-то неузнаваемо. Не скажешь, что они связаны вот из этой пряжи. Вот. И такие же носки связала, ну как такие же, конечно же они другие, из этой же пряжи. Добавила резиночку. И вот в мысочек немножко такой томатного цвета ниточку. Это Нака Боха. У меня оставались маленькие клубочки. Это вот Alize Comfort Socks, как я уже сказала. Но также секции делила. Подгоняла, чтобы носочки получились одинаковые. Вот. Очень красивые носочки. Но это размер маленький. 20-21. Вот, который я показывала первый, такого же размера. И характеристики все то же самое. Вот. Веселенький. А, вот и беленькая ниточка. Это совсем другая пряжа. Решила также вставить. Но не белого, а молочного цвета. Это Alize Comfort Socks. Вот. Мне кажется, так понаряднее, с белой полосочкой. Слишком широкую не стала ее делать, потому что на ступне все-таки маркой нам тут не нужна полоска. Вот. Сама смотрю и любуюсь на эти носочки. Такие они прям интересные, как-то красивенькие получились. Так, сейчас пойдем их стирать. Так что вот такие остатки у меня, посмотрите сколько. Но это, конечно же, не все, я так просто более-менее разложила их по расцветкам, буду подбирать. Но хочу сказать, что у меня и вот такие даже совсем маленькие ниточки тут по метру,
по 1,5 у меня не пропадут. Вот, остались от Накобоха, я обязательно вставлю. Или я такая жадная, или такая экономная, не знаю. Но все равно, вот какая-то ниточка куда-то пригодится, чтобы добавить какой-то изюминки. Вот я уже разделила на 2 кусочка. Вот, чтобы мне вставить в 2 носка. Вот, на 2 одинаковых отрезка разделила. И эти также разматывала на одинаковые клубочки, чтобы потом просто соединять и вязать одинаковые носки. Так, сейчас вяжу вот такие носочки. Это у меня Alize Comfort Socks. Это тоже остаток от какого-то проекта, но большой моток. Я буду его использовать просто для отделки резинки, пятки и мысок. А основной узор буду вязать опять же из этой пряжи. Вот. Мне хочется его перевязать в 0, этот моток. Еще такая пряжа у меня, конечно же, есть, но я буду его довязывать. Какой цвет, я вам тоже говорила в предыдущем видео. Но напишу этот цвет я в описании под видео, потому что очень интересная расцветка у него, и получается нарядные носки. Он у меня как-то прям прижился, этот цвет. Вот. И вяжу вот такие карамельки. Мы вязали с вами также носки. Я брала эту пряжу на тот проект. Вот остались маленькие кусочки. Хочу связать детские носочки. Это итальянский сток. Очень приятная, мягкая пряжа. Это у меня спица 2,25. Эти спицы 2,5. Так что у меня тут процесс кипит. Работа идет. Так, и вот давайте для примера. Сколько требуется пряжи на одни носочки? Вот 25-26 грамм на маленькие носочки. Так, мне тут ландыши не мешают. Выключу, заново включу, чтобы не ввести в заблуждение. Да, 25 грамм. Вот эти чуть-чуть побольше. 26-27. Вот маленькие опять же. Вот они попушистее, может быть, 26 грамм. Ну, 25, 27, 30 грамм. Вот эти побольше уже носочки немножко. 36 грамм. Вот. Так что остаткам мы не даем пропасть. Все в пользу дела только. Так, еще хотела рассказать вам про наборный край. Я тут недавно изучила вот такой новый набор. Он очень эластичный. Я думаю, многие вязальщицы знают про такой набор. Это узелковый набор. Все-таки детские ножки ничего не должно сдавливать, передавливать, иначе ребенок будет носки стягивать. А это прям совсем такой он не чувствуется на ножке. Может быть, он немножко фалдит, вот так, если смотреть. Но при том, что резиночка, если растянется, вот она все выравнивается, и все тут ровненько получается. Главное, что ножку не стягивает. И, может быть, кому-то будет интересно, давайте я покажу, как я делаю такой набор. Так, сейчас я возьму спицы. Итак, давайте наведем порядок тут на столе, чтобы все было красиво. Чтобы сделать такой набор, я беру 2 спицы, основную спицу, которую я буду вязать носок, и потоньше. Вот 2,5 я вяжу носочек, и вторая дополнительная спица у меня 2 миллиметра. Если взять 2 спицы одного размера, 2,5, я считаю, это будет ни к чему, слишком будет широкий край. Вот мне больше нравится взять спицу потоньше. Но если просто на одну спицу, то потом первый ряд будет, ну, сложновато провязывать, туговато. И чем хорош этот наборный край, то, что мы начинаем вот с короткого кончика. Не нужно рассчитывать, чтобы хватило конца нити вот этого отрезка. Делаем начальную петлю. Вот как мы вяжем крючком, кому как больше нравится. Вот петля первая. Далее вставляем указательный палец под рабочую нить, большой палец также под нить уже на себя,
Вот сделали такую петлю, образовали. Вставляем спицы под дальнюю нить снизу вверх, наклоняем на себя, подхватываем рабочую нить и вводим в петлю. Вытянули. Теперь вот эту петлю, которая у нас на 2 пальцах, мы как бы снимаем ее и надеваем на большой палец теперь наоборот, снизу вверх. Вот. Подтягиваем петлю, чтобы она плотненько лежала с первой петлей, и затягиваем. Вот, узелок получился у нас. Еще раз. На самом деле ничего сложного, просто нужно приноровиться. С первого раза может не получиться, но на самом деле здесь все очень просто. Просто нужно не спехом. Вставляем спицы под нить, которая уходит у нас с указательного пальца. Заводим на себя, подхватываем рабочую нить и вводим в петлю. Перекидываем вот эту петлю. Вот петли у нас лежат плотненько. И затягиваем. Все. Вот они лежат ровненько, узелочки у нас. Снова вводим под петлю, под рабочую нить, заводим вовнутрь в колечко, вот в это. Вот так потянули. Вот тянем. Указательным натягиваем и большой палец. И затянули узелок. Как видите, все просто. Еще раз. Под петлю, под нить, захватываем рабочую, вводим ее в петлю большую, перекинули на большой палец, как бы перевернули другой стороной и затянули узелок. Вот так. Смотрим, чтобы у нас узелки все завязывались рядышком, внизу. Вот, подтянули и затягиваем. Вот таким способом я теперь делаю набор для своих носочков. Вот, посмотрите, какой эластичный край получается. Вот. Вот так он выглядит сверху, такой змейкой. Может быть, кому-то будет полезно это видео, пригодится, возьмете в свою копилочку. Может, кто-то знал и забыл про такой способ набора, но я вот рекомендую его, и не только для детских, но и для взрослых. Я теперь буду носочки вязать именно таким способом начинать. Так, ну вроде бы все вам рассказала. Нет, еще нет. Хочу еще показать пряжу, какую я купила. Это уже по традиции. Сейчас я принесу моточки новые. Так, ну вот принесла несколько моточков, которые я купила. Давайте рассмотрим. Regia Perfect, наверное. Так, 4-ниточная в 100 граммах, 420 метров. Вот такого секционного украшения. Посмотрите, какие красивые носочки должны получиться. Не знаю, что у меня получится, но по идее вот такие должны быть. Понравилась мне очень эта пряжа. Это классическая пряжа в составе. Так, спицы 2-3 миллиметра, но 3 миллиметра, конечно, это будет слишком толстые спицы. Это 2,25 я буду вязать. Сейчас в основном вяжу на этих спицах. Так, что-то состав я не могу найти. Новая для меня пряжа. Наверное, также 75% шерсти. Так, да где ж тут написано? Вот. Кручу-верчу. Так, и 25% полиамида. Также вот эту желтую нитку мы отрезаем и начинаем вязать носочек. Потом находим в середине мотка также желтую нить. И начнется второй моточек там у нас. Так, вот такая. И также Regia, но уже не Perfect, а Design.
дизайнерская линия. И получится вот такие красивые носки. Но это цвет другой, но просто вот такая же раскладка должна получиться. Вот, очень приятная, нежная. Вот это мне даже кажется потолще ниточка, чем... Ну да, вот это как-то прям тоньше. Прям заметно. Посмотрите, как. Угу. Вот это, может, даже на двоечке буду вязать. 2 миллиметра возьму спицы. Так, вот такие 2 моточка. Далее, уже всем известная Нака Боха взяла также 2 оттенка. Очень мне понравилось. Я видела у какой-то вязальщицы готовый результат. И красиво легли секции. Я тоже себе такую пряжу заказала. Называется «Ты и я», You and Me. Цвет 82-692. Тут и розоватый, такой кофе с молоком, немножечко вот светло-серый, молочный. Ну, красивые оттенки все, мои любимые. И вот такие яркие Нака Боха. Поп-панк. Тут даже переводить не надо, все на международном языке. Но здесь уже просто такие полосы, как будто бы носки связаны из остатков. Никакого узора особо не выкладывается. Просто меняются секции на полосочки. И вот даже такие резкие переходы с одного цвета на другой. Ну, также свежие носочки такие. Так, еще что у меня новенького? Вот решила попробовать. Никогда не вязала из этой пряжи. От Gründo Hot Socks. Кома. 4-ниточка. Очень нежная, приятная. 100 грамм. Цвет 0,8. И посмотрите, какая тоже должна получиться раскладка красивая. Такой приятный весенний цвет. Прелесть. Представляю уже, какие будут носочки. Прям не терпится уже взять и повязать из этой пряжи. Ну, наверное, она пойдет пока в мою коллекцию носочной пряжи. Как-нибудь я сделаю обзор всей пряжи, которую я накупила вот в ближайшее время. Это просто такая красота и медитация. Вот тоже Hot Socks Uni. Уже Uni, наверное, один цвет, потому что... Вот. 100 грамм 420 метров, классический состав, цвет 86, ну молочный. Он вот похож по цвету на, ну, этот немножко пожелтее, от Alize Superwash. Вот. А этот немножечко побелее. В белую уйдет. Вот он даже хорошо подойдет. Вдруг не хватит мне вот этой нитки добавить к итальянской пряже. А здесь производитель Турция. А, нет, Германия. Вот что говорю. Сама не знаю, что. Он оказывается как. Вот век живи, век учись. И вот такие 2 моточка, но они по 50 грамм. Взяла 2 мотка. Также Gründo Hot Socks. Цвет 63. Вот такой бордовый меланж. Мне вообще нравятся такие носочки, когда вот такие рябенькие. Красота. Но на камеру он поярче, на самом деле он потемнее цвет. Мягкая, приятная пряжа. Неужели, правда, Германия? Так. Смотрим. Ну да, Германия. Какие, оказывается, чудеса. Была уверена, что эта пряжа также турецкая. Ну, что-то я ошиблась, перепутала. Ну, вот такая у меня сейчас кипит работа. Как видите, я тут вся занята. Некогда мне тут расслабляться, отдыхать. Вяжу, не могу остановиться. Это такой творческий процесс. Затягивает. Так что предупреждаю, если вы также решите вязать носочки, то что это такая любовь надолго, быстро не проходит. Ну, давайте будем с вами прощаться. Всего вам доброго. Вяжите с удовольствием. Всем ровных петелек. И до новых встреч. А я пойду пока постираю вот эти носочки.